So Christine talked about the fact that environment makes a big difference in terms of the transcription of genes. Ну вот, Кристин прекрасно рассказала о том, как влияет среда на то, чтобы прочитать то, что записано в наших генах. But what I want to introduce the concept of is there are very sensitive periods for certain functions for brain development. Но что бы я хотел подчеркнуть, это значение вот вполне определенных периодов, в которых определенные функции должны запуститься. So early in life, the areas of the brain that are responsive to sensory stimulation are very active. Ну вот в самом начале жизни, сразу после рождения, начинают открываться окна возможностей, вот эти сенситивные периоды для сенсорных ощущений. And so later on it's motor, and after that it's cognitive abilities. А потом начинает открываться окно до развития двигательных возможностей, а потом когнитивных. So certain sensory stimulation, environmental stimulation, is required at various time periods during early development. Ну и, соответственно, вот воздействие опыта для того, чтобы прочитать эту генетику и чтобы развитие пошло по типичному пути, требует определенного опыта в определенные периоды времени. All right, so this is a slide that tells you why I'm not speaking to you in Russian. Ну вот это вот объясняет, почему я с вами не по-русски разговариваю. Okay, so early in life, the brain is open to many experiences. В начале жизни мозг открыт к любому опыту. So it's very, very flexible. Очень-очень пластичен. And the amount of effort that it takes to change the brain is very little. А вот, собственно, воздействие, которое нужно оказать, очень небольшое. This is not me down here. Sorry? This is not where I am in my life. Ну вот я, к сожалению, не здесь нахожусь сейчас в моей жизни. This is where I am in my life right now. Вот я вот здесь, к сожалению, в моей жизни. So, I have very little flexibility in my brain. У меня очень мало гибкости в моем мозге. And it takes a lot of effort to change my brain. И мне требуется довольно много усилий, чтобы изменить что-то, потому что пластичность уже не та. So if I were a baby, I'd very easily learn how to speak Russian. Если бы я был младенцем, я бы быстро научился говорить по-русски. But at my age, it takes too much work. А в моем возрасте это уже слишком много требует работы. And that's another emphasis on the fact that early in life is very, very important for brain development. И это вот очень важно подчеркнуть, что самые ранние годы, они намного более открыты к раннему опыту. So what I want to do is give you an update of a project called the Bucharest Early Intervention Project. Что я вам сейчас собираюсь сделать, это дать некоторые обновленные информацию по проекту раннего вмешательства в Бухаресте. So the Bucharest Early Intervention Project was started in 2001 by 3 investigators. В 2001 году 3 исследователя, 3 ученых начали этот проект. And these investigators were Charles Nelson, Charlie Zina, and Nathan Fox. И он перечисляет их. Это Чарльз Нельсон, Чарльз Зина и Нейтан Фокс. So I was a good colleague of all of these individuals, and I was involved in selecting the children that became participants in the Bucharest project. Ну, у меня так случилось, что я коллегой являюсь всем 3 товарищам, и меня привлекли на стадии отбора детей в эту программу. And I followed their growth throughout the course of the project. И моя ответственность была педиатрическая, прослеживать физическое развитие этих детей на протяжении всего проекта. So the project began with several different ideas that wanted to be investigated. Ну и у нас было несколько идей, которые мы пытались понять, участвуя в этом проекте. So Christine talked to you about the global effects of institutionalization on brain development. Ну вот Кристина вам рассказывала про глобальное влияние институализации на мозг. So they wanted to use very refined techniques to find out exactly what areas of the brain were affected by institutionalization. А вот в этом проекте мы пытались, используя современные технологии, понять, какие именно области мозга изменяются в результате пребывания ребенка в закрытом учреждении. So the second thing they wanted to find out was if the child's brain was affected by deprivation in the institution,
could it be fixed by being placed in family care? Ну, а второй вопрос, который был, это, собственно, если мозг ребенка изменился под воздействием того, что он находился в доме ребенка, может ли семья вернуть эти изменения назад? The third thing that was examined was the fact that Romania did not have foster care at that time. They did not believe that it was a good thing. So the project was also intended to show that to evaluate whether foster care actually improved the outcome of these children. Но и когда мы туда, собственно, почему пришел проект туда еще, Румыния после Чаушеску, в ней не было вообще ни одной приемной семьи. Все дети, которые не имели семьи, находились в учреждениях, в домах ребенка. И, соответственно, там не было веры даже в румынском обществе, потому что приемная семья – это хорошо. И вот им хотелось помочь создать новую модель и посмотреть, как она будет работать. All right, so you say, well, this is a study done in Romania. What does this mean for children who are neglected or deprived in their birth family, or what about institutional care in other countries? Ну и, собственно, приходится слышать такой вопрос, или вы можете так подумать, ну это все про Румынию, что ли? Это там где-то в Румынии, там проблемы у них свои. Какое это имеет отношение к детям, которые живут в семье социального риска в другом месте или в учреждении в другой стране? So Christine talked about the fact that institutional care means the lack of relationships between a caregiver and a child. Ну и вот Кристина много вам рассказывала о том, что очень важны вот эти ранние отношения между младенцем и ухаживающим взрослым. So this is a study that has meaning for any child who does not have a relationship. This is a child who's been neglected or abused in their birth family. И на самом деле вот это исследование, оно имеет отношение к любому ребенку, у которого нарушены отношения с этим ранним ухаживающим. Неважно, в семье ли это, которая является семьей социального риска, или в учреждении, и в любой стране. And it's the same for a child in an institution in China, or in Vietnam, or in Kenya, or in Russia. Or in Belgium. Or, right, exactly. Ну, и это относится к ребенку в любом учреждении, в Китае, во Вьетнаме, в России, там, где они еще остались, учреждения для маленьких детей, в Бельгии. So this is a study looking at children who are deprived of that relationship that Christine talked to. Ну и, соответственно, это исследование того, как депривация ранних отношений влияет. Вот как вот тут похоже на то, что говорила Кристина. So the study was a randomized controlled study. То есть это дизайн исследования, это рандомизированные контрольные группы. So the controls were children who lived with their birth families who were of the same socioeconomic group of the children who were in orphanages. То есть контрольная группа – это были дети, которые жили в обычных румынских семьях из подобной же социально-экономической группы. And these were children who were in orphanages in all areas of Bucharest and represented the population in general. Ну и, соответственно, you mean the second group, yeah? Yeah, second. Во второй группе дети были из всех 6 районов Бухареста. Они постарались отобрать довольно равномерную выборку. And these were young children. The average age was about 19 to 21 months. Ну и средний возраст на момент исследования начала был довольно маленький, от 19 до 20 месяцев. And they ranged from about 9 months to a little over 3 years of age. Ну и это от 9 месяцев где-то до 3 лет была группа. So some were very young children, and others were a little bit older. Были детки постарше и были совсем маленькие дети. So when these children were first recruited, Вот когда впервые детей набрали, they went through a battery of tests. Провели батарею тестов, исследований, большое количество. And this showed the difference between the children who were in the orphanage versus the kids who were with their families. Yeah. И уже на этот момент получили разницу между двумя группами по результатам проведенной оценки. So in all of these slides, the children who were in their birth families are in green, the children who are in the orphanages are in red. Ну и, соответственно, вы видите здесь детей зелененькие, это, соответственно, те, кто живут в семье, а красненькие столбики – это те, кто живут в учреждении. So the children who were in orphanages were smaller in size. То есть дети, которые находились в домах ребенка, были меньшего размера на тот момент.
No, these are children who did not have disabilities. И надо подчеркнуть, что в выборку взяли только детей, у которых не было никаких нарушений в развитии. Okay, so this is a slide that shows 0 is average size for their age. Ну вот 0 – это среднего размера ребенок, такой условный ребенок этого возраста. Того возраста, который, собственно, вот был у ребенка на момент измерения. So you can see that the children in green in their biologic families were about average size. То есть дети, которые жили в биологических своих семьях, вот эти зеленые столбики, они где-то вокруг этой серединки так и есть. But the children who were in red are much shorter. Ну вот дети, которые оказались в учреждении, при измерении оказались намного ниже роста. Or their head is smaller, or their weight is lower. Голова оказалась меньше размером, и вес меньше. So their IQs were lower in the orphanage too. Ну, и вот это результаты измерения IQ, и получилось, что результаты IQ в учреждении тоже ниже по сравнению с семьей. So the kids who were the normal kids who were in their families had an IQ of about 100, which is normal, whereas the kids who were in the orphanage had an IQ of 64, which is in the mildly retarded range. То есть на самом деле получилось, что дети, которых выбрали в семье случайным образом в Бухаресте, у них где-то было вот это в районе 100, что является среднестатистической нормой для возраста. А дети, которые были в учреждении, оказались в районе 64 в среднем. Это легкая умственная отсталость по классификации. So they looked at the electrical activity in the brain. Посмотрели на электрическую активность мозга. All right. The higher the electrical activity in the brain in these photographs, the redder the colors are. И чем ярче цвет, вот красный цвет показывает более высокую активность. Right, so we can see the children who are in normal families had lots of дети, red. которые находятся в обычной семье, они And the children who are in the institution don't have very much red at all. у них много вот этого красного, а высокая активность мозговая. А дети, которые находятся в доме ребенка, у них эта активность очень низкая. So these children had lower electrical activity if they were in the institution. То есть, когда ребенок находился в доме ребенка, его электрическая активность мозга была намного ниже. So one of the things we examine when we look at development of relationships is what's called attachment. Ну и нам нужно было оценить очень важную штуку, которая складывается в отношениях взрослого ребенка, она называется привязанностью. So the attachment cycle is that a child has a need. Ну вот как выглядит цикл привязанности? У ребенка возникает потребность. So they express that need, they cry. Он каким-то образом эту потребность выражает криком. So this caregiver that Christine talked about comes in and takes care of that child. Ну вот как Кристина вам рассказывала, подходит ухаживающий взрослый и успокаивает ребенка. So I was looking at this slide as I was making the presentation and thinking time has really changed because that's my granddaughter and she's 14 now. Ну и я так слайды перебирал, выбирал, этот нашел, думаю, боже мой, как летит время, моей внучке уже 14 вот этой. It just reminded me I'm getting older. И просто вспомнил. And after that caregiver comes in, that child develops trust. Ну и, соответственно, ребенок успокаивается и начинает развивать доверие. So this cycle happens thousands of times during that first few years of life. И тысячи раз вот этот цикл привязанности возникает на первом году жизни. And through that cycle, children learn that someone loves them, someone cares about them, and that the world is a good place. Ну и вот через этот цикл привязанности дети учатся тому, что есть человек, который о них заботится, и мир – это хорошее, безопасное место. And that relationship that Christine talked about, is so important in this whole process. И вот эти отношения, которые развиваются, они очень важны во всем процессе. So when we look at the level of attachment that measures this relationship that's developed, what we found is that the children who were living in their birth families had very organized attachment. Ну вот когда мы стали смотреть на привязанность, результаты оценки привязанности, мы увидели, что дети, которые живут в семье, имеют высоко организованные типы привязанности. The children who lived in the institution
had very disorganized attachment. А дети, которые живут в доме ребенка, в учреждении, имеют дезорганизованные типы привязанности. They had not had this relationship that allowed them to develop that idea that there should be trust and that relationships are important. У них не возникают вот эти отношения, которым они могут доверять и знать, что есть этот важный взрослый, и что они сами важны. The other thing we found is that there's a very high incidence of mental health problems in these children. This is the incidence of attention deficit problems in kids who are in institutions. Ну вот, соответственно, еще одна штука – это проблема с психическим здоровьем. Это, собственно, процент встречаемости дефицита внимания и гиперактивности среди той выборки, которая находилась в доме ребенка. So there are lots of effects of institutionalization, but the question is what happens when you take those children who are institutionalized and put them into a family? Ну и, собственно, масса всего не очень хорошего происходит, если мы ребенка в систему группового ухода помещаем, ну, в дом ребенка. Но вопрос для нас был, а что случится дальше, когда мы их заберем в семью? So after these baseline tests were done, we took a hat and we made a number for each child, and then we mixed them all up and we drew numbers out of the hat. And one child went to institutional care, and one child went to foster care. Ну и вот это реальная история. У них была реальная шапка. Они написали номера детей, и из этой шапки тянули случайным образом бумажки, не зная. И тот, кому... I was going to say those who will like it, but yeah, I probably shouldn't use this. Right. Ну и те, кому достался выбор учреждения, они в нем остались, а тем, кому достался выбор семья, они в нее перешли. So this is the randomized control design, which is the ideal situation to find out whether an intervention has an effect. Ну и это вот так называемый рандомизированный дизайн исследования с контрольными группами, когда мы, собственно, случайным образом выбираем разные стратегии. Это идеально для ответа на вопросы исследовательские. So the next data that I'll show you was collected at about 12 years of age. So the kids had been in either foster care or randomized into the institution for upwards of 9 to 11 years, depending on their age at entry. Ну, вот следующее, что я вам покажу, случилось тогда, когда детям было по 12 лет. Кто-то из них провел в учреждении или в семье уже к тому моменту 9 лет, а кто-то, соответственно, 11, в зависимости от того, с какого возраста они начинали. Всех оценили в 12 лет. So this slide looks at the IQ at 12 years of age. Это IQ показатели в 12 лет. So the children who were randomized to stay in the institution are in red. The children randomized to go to foster care are in yellow. And the children who were with their birth families the entire time are in green. То есть, смотрите, те, кто остался в учреждении, это столбик красный. Те, кого перевели в приемную семью, это желтый столбик. А те, кто никогда не был в учреждении и жил в биологической семье, это зеленый столбик. So remember, the IQ of these kids in the institution were lower, and the question is, does going into foster care improve the IQ of those children over time? И помните, поначалу в измерениях у всех детей, которые были в учреждении, IQ был ниже. И вопрос исследовательский заключался в том, когда мы переведем их в приемную семью, восстановится ли IQ? So this illustrates what we're going to talk about throughout the whole rest of the talk, which is foster care helps in some situations, but maybe not in all of them. Ну вот, и это, собственно, та вещь, которую мы будем обсуждать с вами вот на протяжении всего моего выступления. Приемная семья помогает, но помогает ли она справиться со всеми ситуациями? So at 12 years of age, you can do much more sophisticated IQ testing than you can when children are very, very young. Ну и в 12 лет можно провести гораздо более сложную батарею тестов, оценивающих IQ, нежели мы можем сделать это в раннем детстве. So these are 5 different scales that you can test IQ in. Ну и это 5 разных областей, в которых мы можем оценивать IQ. So what you see here is the children in foster care scored better than the kids in institutional care in a couple of different areas of IQ testing, but not all of them.
Ну вот мы можем видеть в разных областях IQ разные различия, которые были получены, и в некоторых она больше, чем в других. So we see some effect of foster care, but not complete effect. Ну и вы видите, насколько здорово, что то есть эффект того, что дети попали в приемную семью, но он не полный. Well, what about attachment? А это вот привязанность. Okay, so this is reactive attachment disorder. Это реактивное нарушение привязанности, диагноз по МКБ-10. So these are children who don't want to make eye contact, that don't want to interact with you, that will turn their head away, won't come to people for comforting. They are kids who haven't recognized that relationships are important. Что такое реактивное нарушение привязанности? Ребенок не повернется к близкому, ребенок не придет к нему за успокоением, ребенок не будет выделять важного взрослого для себя. What we saw is a dramatic decrease in symptoms in the kids in foster care, and they came down to be about the same as children in their birth families. Ну и смотрите, вот эта симптоматика реактивных расстройств привязанности, для тех, кто попал в приемную семью, она резко падает. То есть на самом деле они приходят к абсолютной той же линии, что и дети, растущие в семье. Whereas the kids who stayed within institutional care, they still had higher scores. А при этом те, кто остался в детском доме уже на тот момент, не в доме ребенка, у них по-прежнему остаются высокие оценки по наличию реактивного расстройства привязанности. So there was a very profound effect of foster care for reactive attachment disorder. То есть вот в этой области приемная семья привела к значительному улучшению. All right, another kind of attachment is what's called a disinhibited social engagement disorder. Ну вот есть еще одна разновидность нарушения привязанности, это расстройство привязанности по расторможенному типу. Just a single comment, just to explain. Sure. Смотрите, вот если вы приходите в закрытые учреждения, в приюты, может быть, в семьи социального риска, вы видите тех детей, которые от вас отворачиваются и сидят в углу и не очень вступают, потому что не очень доверяют. А есть другие, которые, наоборот, подбегают, цепляются к любому взрослому, ведут себя гиперактивно. И вот мы просто, он показывает на слайдах, это мой комментарий, вот эти два разных типа нарушений привязанности. Okay, go ahead. Did you explain what it was? Yeah. Okay. Okay, and here you can see that there really wasn't very much effect of foster care in that particular problem. Ну и вот если у ребенка было вот такое нарушение привязанности, ему в приемной семье было гораздо труднее с ним справиться. Видите, кривая очень похожа на ту кривую, которая была изначально. So again, the foster care did not seem to have an effect in this area. No effect. То есть мы, как исследовательская группа, можем сказать, что вот если такое нарушение привязанности, то на него приемная семья воздействует не так эффективно. Well, what about mental health? Что у нас с нарушениями психического здоровья? So the first comprehensive evaluation of mental health occurred when these children were 4.5 years old. То есть первая полноценная многосторонняя оценка психического здоровья была проведена всем этим детям в 4,5 года. So there was a significant increase in the kids who had been institutionalized. These were kids who were either randomized to the institutionalized group or kids who had been randomized to foster care. These were kids who had spent any time in the institution. То есть, как вы видите, столбики вот эти вот розовенькие, они выше и намного больше проблем с психическим здоровьем у всех детей. У тех, кто был в учреждении, у тех, кто был переведен в приемную семью в 4,5 года, у всех очень много нарушений психического здоровья, как бы вне зависимости от того, как долго они находились в доме ребенка. And it was in all areas of mental health, internalizing like anxiety or depression, or externalizing such as conduct disorders. Ну и это касалось как интернализированных проблем с психическим здоровьем, таких как тревога и депрессия, так и экстернализированных нарушений психического здоровья, таких как трудности с управлением поведения, криминальное поведение. All right, so when you break it down into the kids, now this is again at 4.5 years.
the kids who were in the institution versus the kids who were in foster care, there is, have the next slide. Hold. Here we go. There was a slight difference in the kids in foster care in terms of the internalizing problems. Ну вот смотрите, в 54 месяца уже у нас здесь появились небольшие различия в группах. But these were only in girls. Но эти различия демонстрируют только девочки. So what about 12 years of age? Что мы видим в 12 лет? So at 12 years of age, we still see more psychiatric disorders. В 12-летнем возрасте мы по-прежнему видим больше психиатрических нарушений. And more internalizing disorders. Oh, I'm sorry, wait a minute. И больше интернализированных нарушений. We'll start over again. I had the wrong slide up. I'm sorry. У нас тут сбились слайды, заново поехали. Okay. So at 12 years, there's still more mental health problems in the kids who have ever spent time in institutions. То есть в 12 лет намного больше нарушений по-прежнему у ребят. Anytime. Неважно, сколько бы он ни провел в учреждении, даже если его быстро забрали в приемную семью, все равно встречается намного больше психиатрических нарушений в 12 лет. Now, in terms of internalizing problems, again, these are the emotional problems like anxiety or depression. А вот что касается таких проблем, как тревожные расстройства и депрессия, it's not a big a difference as it was earlier on. Уже разницы с контрольной группой, с детьми, проживающими в учреждении, нет такой большой. But we still have lots of externalizing problems like oppositional defiant disorder or conduct disorder. Ну вот по-прежнему у нас есть поведенческих большое количество нарушений, такие как оппозиционные расстройства поведения, трудности управления поведением. And we still have a very high incidence of attention problems. И у нас очень высокий процент встречаемости гиперактивности и дефицита внимания. So does foster care have an effect? То есть вопрос такой: приемная семья помогает? Well, it does. Да. But it only in boys in terms of externalizing problems like conduct disorders and oppositional defiant disorders. So it doesn't or it does? It does, but only for boys. Only for boys. То есть и вот эта помощь, она эффективней для мальчиков, у которых есть экстернализированные проблемы. It's confusing because you said about the girls before. Yeah. Can you explain that later? Well, the whole. Я говорю, что было про девочек, а теперь про мальчиков я его переспрашиваю. Может быть, это моя ошибка перевода, я хочу проверить. Maybe that's my mistake. No, that's right. We didn't see any difference with girls because the overall incidence of internalizing problems had gone down. Ага, ну смотрите, вот с девочками получается, что они выравниваются с контрольной группой, и все вот интернализированные проблемы, они снижаются достаточно значительно. Okay. All right. So what else did we look at? Well, we also looked at the number of disruptions that were occurring in the children in foster care. Мы также пытались понять, вот, какое количество срывов будет, когда ребенок будет помещен в приемную семью, а потом его вернут в учреждение. Или в другую приемную семью он будет переведен. So about half of the kids in foster care had had their placement disrupted once or more. Ну, то есть мы считали, сколько будет переводов из одной приемной семьи в другую. Извините, я ошибся просто с переводом, потому что и в этом исследовании никогда не переводили назад в учреждение. So we wanted to see if the stability of foster care made a difference. Ну и на самом деле для нас было важно понять, насколько насколько стабильно приемная семья влияет на ребенка тоже. So this is where we saw a big difference in terms of internalizing problems. И мы здесь видели большую разницу, если мы рассматривали интернализированные проблемы. So the kids who
were in foster care and had stable placements had a very, very low incidence of depression and anxiety. То есть те, кто попал в приемную семью, стабильно находился, она у него не менялась дальше в течение жизни, имел очень-очень хорошие показатели. So we learned that not only is foster care important, but stability within foster care is important. То есть мы в исследовании поняли, что не только сама по себе приемная семья важна, но еще и важно, насколько эта приемная семья в будущем является стабильной, не переводится он из одной семьи в другую. So we saw a stepwise decrease in externalizing problems in kids within foster care. Ну, то есть мы видим, насколько различаются вот эти экстернализированные проблемы в зависимости от того, были ли перемещения в другую приемную семью. So the best outcome in the kids in terms of externalizing problems were in the kids who were in foster care, who again had stable placements. Ну и, соответственно, лучшие исходы для тех, у кого было экстернализированное поведение, наблюдались там, где семья приемная была стабильной и не было переводов. So in kind of summary in terms of mental health problems, Ну вот давайте мы некоторые итоги подведем по вопросам психического здоровья. there's a very high incidence of mental health problems in kids who remain in institutions. Очень высокий уровень встречаемости психиатрических нарушений у тех детей, которые остались в учреждениях. And if we get the kids out of institutional care earlier, it didn't seem to make very much difference. In the terms of how many kids had mental health problems. But the difference with the normal or with the normal. Но и если мы рано забираем детей из учреждения, то мы не видим большой разницы с контрольной выборки с теми детьми, которые воспитываются дома. То есть они выравниваются. And probably the most important thing was that the stability of foster care, if it was going to work, the stability was very, very important. Ну и если семья помогает в решении проблем приемная, то там есть такой важный фактор, как стабильность этой семьи и отсутствие переводов из семьи в семью. Okay. In terms of growth, we found that kids who were in foster care grew much better. Ну и, соответственно, вот если мы думаем про физическое развитие, мы видим, что те дети, которых перевели в приемную семью, стали физически больше расти, лучше. The kids were about an inch taller, and they were about almost 3 kilograms heavier if they were in foster care as institutional care. То есть они к 12 годам разница в 3 килограмма в среднем. У ребенка, который остался в учреждении, он весил меньше на 3 килограмма в среднем, чем того, кто перевели в приемную семью. But the stability of placement was also important because each time these children disrupted a placement, their growth faltered. Но также здесь отмечалась важность стабильности. Того, кого начинали переводить из приемной семьи из одной в другую, у него также нарушалось физическое развитие, как и у тех детей, которые остались в учреждении. So, one of the most important things we think about as parents when we start having teenagers is how competent they're going to be. Ну и, соответственно, когда мы думаем как родители о своих детях, мы думаем, когда они станут подростками, насколько они станут компетентными. So they looked at a number of different areas of competence. И провели исследования разных областей, в которых дети хотели бы мы, чтобы были компетентными. So in order to be determined competent, you had to be competent in 6 out of these 7 areas. Ну вот и, соответственно, эти 7 областей, они являются самыми важными для любого подростка, в которых он должен быть компетентным. So you can see that the kids who were in foster care, or the kids that were in family care, were very competent. То есть вот мы можем посмотреть, что те, кто находился в семье, они проявляли гораздо более высокий уровень компетенции. And the kids who had ever been institutionalized were less competent. А те, кто хоть какое-то время находился в детском доме или при доме ребенка, проявляли гораздо более низкий уровень компетенции. Among the kids who were in foster care, they were much more competent than the kids who were in institutional care.
Ну и, соответственно, между теми, кого перевели в приемную семью, и теми, кто остался в учреждении, такая же получилась разница. Те, кто в приемной семье, проявляли намного более высокие уровни компетенции. The other interesting finding was that the earlier that the children went into foster care, if they went in before 2 years of age, the more competent they were. А вот интересная штука тоже, которая получилась. Чем раньше ребенок уходит из дома ребенка, тем более высокий уровень компетенции он потом в старшем возрасте демонстрирует. Тех, кого до 2 лет забрали, проявляли гораздо более высокие уровни компетенции. Now you assume that the behavior that I've been talking about probably has some relationship to the actual function of the brain in these kids. Ну и, собственно, вот поведенческие паттерны, которые мы наблюдали, очевидно, были связаны как-то с функциями мозга, которые у этих ребят существовали. So let's look at the electrical activity at 12 years of age. Давайте в 12 лет посмотрим электрическую активность теперь. So that's the children who were institutionalized. Это ребята, которые были в учреждениях. Again, not very much red, not very much electrical activity. Ну, как вы видите, не так много красного, что означает, что электрическая активность ниже. Compared to the kids who were with their birth families. These are the control group. Ну, а, соответственно, те, кто был в контрольной группе, просто вот из биологических семей. So the kids in foster care, those are the kids who went in at less than 2 years of age. Ну, и, соответственно, вот это дети, которые до 2 лет были перемещены из дома ребенка в приемную семью. The kids in foster care that went in at greater than 2 years of age, the older kids, А это те, кто перешли в приемную семью вот после 2 лет. looked very much like the kids who had been institutionalized. И тех, кого перевели после 2 лет, у них электрическая активность выглядит очень похожей на электрическую активность ребенка, который остается в учреждении. So foster care has an effect, but the effect is greater if they go in at an earlier age. Ну и приемная семья, несомненно, помогает, но эффект от этого сильнее, если его, соответственно, если это случилось раньше. So what about brain structure? А что насчет структур мозга? So we have 2 periods of time here. One time was at 8 to 10 years of age. The dark blue is at 16 years of age. And we looked at the gray matter or the cortex and the white matter, which is the cables that connect our cells together. Why so late? Right. Because you don't need Right. sedation, yeah? Yeah. Ну и вот исследование, собственно, МРТ делали первый раз в 8-10 лет, а потом еще раз в 16. Почему только 8-10? Потому что до этого вам без наркоза не сделать, а в исследовательских целях как-то нехорошо. So when we looked at gray matter, which is the cells of the brain, where we actually think, the children who were ever institutionalized, either the foster care group or the kids who were institutionalized, had lower amounts of gray matter at both times than the kids who were in the control group. Ну и, соответственно, если вы посмотрите на контрольную группу, на детей семейных, то, соответственно, в обоих ситуациях мы видим разные объемы серого вещества, то есть у них гораздо больше объем серого вещества по сравнению с детьми, которые хоть какое-то время находились в учреждении, вне зависимости от того, были ли они посвящены в приемную семью или нет. So, but when we looked at the white matter, it was different. А вот все, что касается белого вещества, все было наоборот. The children who were in foster care were very similar to the kids who were in the control group. То есть вот здесь те, кто попал в приемную семью, у них объем белого вещества был практически такой же, как у ребят, которые жили всегда в семье. So foster care led to an improvement in the white matter or the connections between the various areas of the brain. Ну, соответственно, делают приемная семья много изменений в мозге, но в основном они касаются количества связей в этом мозге. So one more area I want to talk about before we summarize this, and that's the whole area of the effect of stress on our chromosomes. Ну, и еще одна область, по которой я хотел бы поговорить, пока мы не перейдем к заключению, это как влияет наш ранний опыт на хромосомы наши. So Christine talked about the study that looked at early stress and later disease. Ну вот Кристина рассказала об исследовании, которое изучало связь раннего стресса и потом заболеваниями. The way the stress modulates the tendency toward disease
is through areas of the chromosome called the telomeres. А вот как эта связь происходит, то есть почему стресс может вызывать в дальнейшем более частые заболевания и вообще неблагоприятные условия для здоровья, это происходит через изменения в теломерах, которые есть у каждого из нас. So we look at telomeres to look at how much stress we have accumulated over life. И, собственно, теломеры, они могут только определенное количество стресса удержать, как бы аккумулировать в течение нашей жизни. So telomeres are little areas on the end of our chromosomes. И теломеры – это такие вот колпачки на наших хромосомах. And they protect our chromosomes from damage. И они защищают наши хромосомы от того, чтобы они повреждались, видоизменялись. The length of these telomeres decrease throughout life. То есть у нас у всех в течение нашей жизни вот эта длина теломера этого колпачка, он как бы истончается, она меняется. And after these telomeres break off, after a while our chromosomes can't replicate themselves. Ну и как только они совсем сломаются до конца, вот эти теломеры, хромосома больше не сможет себя повторять, воспроизводить. And then our cells can't replicate and they die. Ну и, соответственно, и клетки не смогут себя воспроизводить, и происходит смерть. So babies will have long telomeres, and a person my age will have very short telomeres. Ну вот все, кто здесь в зале молодые, у вас длинные теломеры, а вот люди моего возраста, у нас уже теломеры коротенькие. So they looked at the telomere length in the kids in the Bucharest Early Intervention Project. Ну и изучали длину теломеров у ребят, которые были включены вот в это исследование в Бухаресте. So the blue line are the children in the control group. То есть вот голубая линия – это дети в контрольной группе. And you can see that the telomere length goes down as it normally would as children get older. Ну и вот дети взрослеют, теломеры укорачиваются. But when you look at the kids who are institutionalized, А это длина теломера у ребенка в учреждении. it's going down at a much faster rate. То есть длина теломера, она просто вот намного быстрее падает. So this is accelerated aging. То есть это ускоренное старение. So we looked at the symptoms or the health of these children when they were older. Ну и мы пытались изучать симптомы ребят этих, когда они стали постарше. And the children could answer that their health was excellent, it was good, or was only fair. Ну и там были вопросники, в которых можно было про свое здоровье в более старшем возрасте сказать, как я себя чувствую, как вот мое здоровье. And what we found is that the kids who had only fair health had the shortest telomeres. And the fair is, yeah. Но и те, у кого, соответственно, удовлетворительно они себя чувствовали, у них были самые короткие теломеры. So we were already seeing effects of health on this by the stress of being with institutional. То есть мы прям вот так вот увидели довольно быстро эффект стресса, который привел к изменению теломеров, который привел к изменению самочувствия физического ребенка. So to summarize what we found so far in the Bucharest study. Ну вот некоторым образом, если суммировать то, что мы получили, какие результаты мы получили в результате исследования Бухарестского. Okay, not all domains that we looked at show recovery, and not all domains show effects of institutional rearing. Не во всех областях происходит полное восстановление после помещения в приемную семью. All right, the first is a list of domains with intervention effects, but no sensitive periods. Ну вот это области, в которых повлияло вмешательство, и у них не было вот этих сенситивных периодов, специальных окошечек, в которые обязательно нужно было получить опыт. So these are things that foster care helped, but it didn't make any difference when the children went into foster care. То есть во всех этих случаях приемная семья помогает, и нет большой разницы, в каком возрасте вы забираете ребенка. Then there were some areas that didn't seem to be affected by institutional care. Но вот есть области, на которые вообще не очень повлияло проживание в учреждении. And there were also areas that weren't affected by going into foster care. И были области, которые не очень изменились в результате того, что ребенок был переведен из учреждения в приемную семью. But then there were a whole list of effects that depended upon not only going into foster care, but also by going into foster care earlier.
Ну вот и есть целый набор разных областей, в которые зависит от того, в каком возрасте ребенок переходит из учреждения в приемную семью. So on the right side of the slide, you can see how early you have to go into foster care to see an effect. То есть вот правый столбик показывает возраст, до которого нужно попасть в приемную семью, чтобы в этих областях произошли изменения. And you don't have to memorize the number of months for all of these different areas, but just recognize that it's all very, very early in life. It's before 2 years of age. И мы не устроим экзамен, спрашивая в окончании лекции все месяцы по всем областям, в которых это случилось. Но просто мы хотим, чтобы вы поняли, насколько рано это все происходит. So, to summarize, institutional rearing increases risks for serious impairments in most domains of development. Ну и первый вывод, собственно, проживание в учреждении, в доме ребенка нарушает все области развития и не является вредным для ребенка. So high quality foster care reduces but does not eliminate some of the problems that you see with institutional care. Хорошего качества приемная семья, стабильная, помогает справиться со многими нарушениями, но справляется с ними, может справиться не со всеми. So the earlier you place a child into foster care, the better. Чем раньше вы переводите ребенка в приемную семью, тем лучше. And the quality of foster care matters, and the number of placements and the stability of foster care makes a difference too. И качество того, насколько семья хорошо к ребенку относится, влияет, но и также влияет стабильность размещения. Okay. How many people have children in foster care or work У with вас есть children in приемные foster дети? care? Поднимите руки, пожалуйста, в зале. Okay. So you're sitting here thinking, well, so for those who are dealing with children in foster care that have come out of institutional care or have come out of neglectful or abusive families, I don't want you to think that what I'm telling you right now means that foster care is not a good thing. И вот для тех из вас, кто забрал детей из учреждений или из неблагополучных семей, я не хочу, чтобы вы от меня услышали, что фостеровская семья не нужна, приемная семья не нужна. Anytime you take a child and you put them into a nurturing environment, you're doing a very good thing. В любой момент, когда вы можете ребенка забрать и поместить его в заботящееся окружение, это очень важная и хорошая вещь. So it may not take away some of the damage that may have been done, but you're giving them something much more than we can measure with these tests that I've talked about. И, может быть, мы не можем весь тот вред и урон, который был ему нанесен, изменить, но вы делаете намного больше, чем мы можем вот этими всеми нашими тестами измерить. You're giving them self-esteem. We can't measure that as well. Вы даете самооценку ребенку, и мы не можем ее нормально померить. You're giving them a chance to function within a family and develop social relationships that will help them deal with society. Вы даете им опыт жизни в семье и установления семейных отношений, которые помогут справляться в будущем с жизнью в обществе. So the gifts that you're giving children going into family are far greater than we can measure with the tests that we're doing right Тот now. подарок, который вы делаете ребенку, приводя его в свою семью и помещая в семейное окружение, намного больше, чем то, что мы можем измерить. Never feel like you can take that it's worthless to put a child into a family at any age. Teenagers benefit, even older adults benefit by being with a family. И не думайте, что есть какой-то возраст, когда семья не будет помогающей. И подросткам это важно и полезно быть в семье, и даже пожилым людям важно быть. There's always a benefit of going into the family. И всегда есть положительные эффекты того, что вы размещаете человека в семье. So the title of this conference is Every Child Needs a Family. Ну и вот «Каждый ребенок достоин семьи» называется наша конференция. So I would add something to that. Я бы туда добавил. I'd say every child needs a family at any age. Каждый ребенок достоин семьи в любом возрасте. You need a family. Yeah. That's right. Вам нужна семья? I've translated your last sentence. Oh, I said, I don't have my parents anymore.
У меня моих родителей уже нет в живых. And many of you don't have your parents И anymore. многих из вас потеряли своих родителей. But many of you do, and you know how worthwhile it is to be with them. Но вы-то все равно внутри вас они есть. И это так здорово, что они были. So we always benefit from our family throughout our entire life. And whenever you can put a child into a family, it's a good thing. И в любом возрасте мы получаем пользу от того, что у нас есть семья и родители. И вы делаете замечательные вещи, помогая детям быть в семье. So I thank you very much. Спасибо большое.